Парам-пам-пам. Ну что ж, здорово, народ. Вы на канале Game Geniuses. На ваших мониторах первый эфир. В ваших колонках две беспечные бляди, Павел и Антон. Мы вас приветствуем. Всем здоров. Так. Ну давай сразу уже, без лишних предисловий. Ну да, я думаю, тут нечего рассказывать про игру. Продолжать еще бы. Это Так, легенда, а не 20. игра. Где там? А, вот, 23:55. Последнее сохранение от прошлой игры у нас случилось. Так. Сегодня вообще стрим должен был быть в 7 часов вечера, но немножко не срослось, вот, поэтому стримим в 10 часов, да, и в принципе я понимаю то, что будний день, 10 часов вечера, народу может быть мало, но тем не менее. Или сейчас, или никогда. Да. Так, надеюсь, всех слышно. Блять. Как бы у меня управление слетело. Вот это вот самый минус вообще игры Фира в том, то, что ты вообще вот устанавливаешь игру первый раз, да? Начинаешь ее, вот, а у тебя герой не ходит просто. Вот. И Ну, тут, наверное, все же проблема не эфира, а проблема нашей локализации. Знаешь, мне, кстати, что кажется? Тебе надо было клавиатуру по умолчанию в английский перевести. Это А уже часто стоит. тут дело в том, то, что не выставлено. Как бы. Ну, потому что у тебя сейчас C, I, F, V. А если бы у тебя была бы клавиатура полностью в английском по умолчанию, он бы нормально запускался. Я раньше с этими косяками сталкивался, а потом как-то перестало все быть. Я говорю, это косяк не игры, это косяк локализации. Так, бросок гранаты у нас будет, наверное, на Г. Или нет? Нет, на среднюю кнопку мыши пускай будет. Бросок гранаты, использование. Перезарядка. Тут вообще никакие клавиши не назначены. На среднюю кнопку мыши, наверное, влепил бы этот, как его, пинок в щи. с вертухи. У меня на Alt он стоит почему-то. Ага. Ну ладно. Последнее оружие, бросить оружие. Вот, аптечка это самое важное, как мы уже знаем. Вот, ну, в принципе, наверное, пока все с этим. Вот нам пишут, что похожая фигня была в Daylight при игре на 8-й винде. Может быть, такая проблема вообще много где встречается. Так. Тем временем я в штаб-квартире Армахема брожу. Почему у меня фонарь на клавишу Т назначен, я не понимаю. Ты рукожопый? Это как в первой мафии, вот в воскресенье у нас был второй, третий стрим, ой, в воскресенье, в понедельник был по мафии третий стрим, вот, и я все так же негодовал по поводу управления. Вот. Дело в том, что действие на правую клавишу мыши, а этот так, F, фонарь F. Так. Время, режим прицеливания. Так, действие предмета. Где это ускорение? Что-то я потерял. Перезарядка оружия на русскую D или на английскую L, как вам угодно. Вот это вот прям вообще. Наклон вправо, наклон влево. Бросок гранаты. Использование E. Перезарядка. Я тебе говорю, ты попробуй в следующий раз перед тем, как запустить эфир, переведи клавиатуру в английский режим. Но не просто это Shift-Alt, а через панельку в параметрах там. О, птичка. Задай английский США по умолчанию, а уже по переключению на русский язык. И тогда такой проблемы уже больше не будет. Аптечка. Как юзать аптечку, я забыл. На М. Попробую, да, но все-таки, я думаю, да, за этот стрим-то мы явно ее не пройдем. Ну, это в любом случае. По-любому. Да,
даже если учитывать то, что это уже второй стрим, в первом я не помню, часа 3, наверное, почти мы играли. Вот, но по-прежнему, как бы, по-прежнему меня радуют местные ИИ, местные болванчики, можно так сказать. Ну так до сих пор ничего лучше не придумали. Это точно. Игра... Самый лучший искусственный интеллект. Это точно. Играю я, к слову, на среднем уровне сложности. Спрашивают, стрим до 12? Ну, может быть чуть раньше. Да, примерно до 12, до полдвенадцатого, где-то так. На ютубе нам Джейсон передает привет. Привет Ну, тебе, я не Джейсон. Мы тебе Да. тоже передаем огромный А. привет. Так. Что ты вообще можешь сказать о Фире? Вот я своей точки зрения я в прошлом стриме сказал. как бы ты- На самом деле, к моему стыду, я до сих пор первую часть не прошел до конца. То есть это была история какая, я помню, ее купил, когда еще вокруг были одни пиратки. Вот. И эта сволочь, в общем, у меня не запускалась на компьютере вообще никак. То есть она запускалась в самых низких настройках, прям вообще. И то лагала, и постоянно вылетала. То есть, соответственно, играть я в нее по-нормальному не смог. А, Это меня дико бесило. А потом что-то как-то у меня так и не дошли руки именно до первой части. Только во вторую я, по-моему, всю ее пробежал. Поэтому так-то. Но то, что тут болванчики самые сообразительные вообще, ну, правда, это только все раскрывается на харде. Это да. Да, ну, Я тем не менее, очень на среднем его. уровне они тоже неплохо себя ощущают. Ну, вполне возможно. Вот, но все-таки скажу то, что в свое время она меня пугала до усрачки. Как бы. В этом вся прелесть. Вроде как бы шутан, а вроде как бы и хоррор. Вот, всякие девочки-призраки. Это здорово. После третьего Дума появилась эта мода Так, всегда сохранить. подобного типа шутаны. Потому что в Думе тоже можно было, блин, обосраться. Это точно. Железобетонно просто. Потому что там этого фонарика не было. Я помню, до сих пор проклинаю эту миссию, где тебе надо было через просто кромешную жопу темноты сопровождать какого-то ученого, который еще через задницу еле-еле идет, не туда постоянно. И на тебя сволочи всякие нападают, и тебе не видно ни хрена, и господи, как это было долго. Это точно. Вот буквально, ну не так давно мы стримили Doom 3, там пару раз. Я думал вообще его пройти, но А какой был БФГ? нет, я решил классику, потому что у BFG сделали то, что как бы фонарик, да, фонарик примотан к стволу, и это не круто, на самом деле. Ну, атмосферу, да, херь, так не слабо. Вот, даже, как бы, вот, возьмем Фир, тут фонарик, как бы, да, он тоже прикреплен к стволу, можно так сказать, там, к стволу, к локтю, не знаю, к носу, вот, но дело в том, то, что он кончается. Ага. Вот. В какие-то моменты, вот я сейчас включил фонарь, и можно видеть, как полосочка на левом... А, нет, вам не видно полосочка от фонаря, потому что там мое еблище. Вот, Вот вечно это так. А? Твоей мерзкой рожей загораживаешь игровой процесс людям. Да. Так. Хочется отметить, для 2005 года, кстати, физика тоже неплохая. Физика и баллистика в целом. Ну, на чем он? На физике? Я не помню, вот или это уже на чем. Вот это вот я не скажу, я не помню. Я вот тоже что-то как-то не помню, на чем он. На каком моторчик физически. Вот, но выглядит все достаточно круто и по сей день. Это да. Так, я надеюсь, тут не появится никаких невидимых бледей, потому что
Они меня дико калят. Мне что-то кажется, что на эфир по-любому должны быть моды на новый графин. Ну, скорее всего. Вот. Так, кто тут? А, точно, мы нашли Бишопа. Вот, а у него бомба. А, замечательно. Вот, Так. Нам тут пишут, я помню, когда проходил Half-Life 2, то был безумно рад, когда в одном из эпизодов для фонаря сделали отдельную батарею, и теперь заряд костюма не тратился. Вы из спецназа, да? Ну, блин, меня сейчас, наверное, закидают какахами. Мне не очень вкатывает Half-Life 2 и вообще Half-Life. Не знаю, почему с нее все так прутся, на самом деле. Да, само собой, там в тот момент она была, возможно, прорывная, дизайн локации прикольный. Но, блин, как по мне, в нее скучно играть. мне она вообще не понравилась. Мне вообще Халфа первая, блядь, еще в то время показалась какой-то сложной, блядь, что ли. Так, Ну, где не тут- знаю, я как-то не жду ни Half-Life 3, ничего такого. У меня как-то оно вообще по барабану. Так, где-то тут должен быть местный лифт, а вот только где? Вопрос. Тем не менее, пока аптечки собираю, так сказать, занимаюсь неким собирательством. Так, надо сохраниться, во-первых. Вот, во-вторых, я вижу еще одну аптечку. Ёб твою мать. Похоже, девочка Альма пришла. Закрывает тут двери. Вот, либо... Так, а это кто? Ой, это клон. Блять, я думал, это группа Альфа уже приехала, или Браво, как она там. Так, я слышал, пришел донатик сейчас на экране. Да, от Михаила. Благодарим. Да, привет тебе, Михаил, и спасибо. Мгм. Так, пишет, ну это вопрос вкуса, я играл ради сюжета. Херовенько так оказалось. Блять, Ну, сосал. я забыл про аптечку, вот, и Ну, басня. как бы да, и меня немножко похерили. Так, надо залечиться, взять аптечку. Где-то тут... Так, погоди, я отсюда пришел? Или чё? А почему дверь открыта? А, вот, все. Скрипт не сработал, сейчас все нормально, как бы. Так, вот тут сохранюсь на всякий случай. И вот он, да, скрипт сработал, закрылась дверь, приехал клон. Вот, и сейчас еще куча других должно повылетать. Вот они. Не, мне кажется, он сработал просто как раз, когда ты дошел до аптечки. Вот только тогда он и сработал. То есть это ж такие старые игры. В них пока до какого-нибудь момента не дойдешь, до определенной точки, дальше ты не пройдешь. И мне кажется, все-таки это был как раз обычно заскриптованный момент, что берешь аптечку и тут жопа. Ну да. Так, блять. Они меня прижали, зажали в угол. Бля, нихуя себе хуило! Огроменная тварь идет просто на меня. У меня чуть-чуть дрободана. А чё ты не юзаешь замедление времени, Вот, тупица? Вот, кстати, да, я про него совсем забыл, про это замедление. Тут то, что такая имба есть. Вот это вот гадина, блядь, вот просто вообще пиздец. Но, тем не менее, я ее победил. И Не забудь аптечку сожрать. у меня пока 69 хп. А то тебе будет победил, да. Так, очень... 57 хп. Не, ну я еще жив, здоров, как бы. Жив цел орел. Полон силы и бодрости. Так что... Так, все, вот, все, наша группа Браво приехала наконец-то. Блять, почему раньше нельзя было? Ну это как вам? Типичные американские копы там приезжают, когда уже все сделано. Да. Так, сейчас немножечко отдышусь, немножечко отдохну. Что-то у меня рука немножко подзатекла. Качается картина, к слову.
Насколько я узрел, так надо сохраниться. Всегда сохраняйся. Этому нас учат старые игры. Слово. О, да. В том же Макс Пейне без квиксейвов было вообще нереально. Это да, особенно... Завалишь парочку квиксейв, завалишь парочку квиксейв. Ну да, еще существовала очень большая вероятность засейвиться Да, именно в тот вылез. момент. Да, когда, блядь, тебя убивают там. Или у тебя Я граната под жопой, или что-то еще. Ну, как бы в Макс Пейне это еще не особо критично, потому Так. что там... Кто стучится? Что такое? Что за паника? Мой iPhone. Так. А, Кто-то захотел меня. И именно сейчас, но нет. Снимите эту дрянь. Я говорю, в Макс Пейне это еще не такая проблема, допустим, засрать там где-нибудь квиксейвом, потому что там все равно есть обычные сейвы перед началом каждого уровня. Ну и то есть там, не знаю, пройти уровень это не такая проблема. А вот есть какие-то более там такие аховые ситуации во многих играх, когда тебе последний квиксейв потеряет вообще все остальные сейвы. Это точно. Так, Тогда да, тогда жопа. тем временем нас отправляют узнать причину пожарной тревоги. Иначе не уйдем. А, блядь, стоит такой, говорит, пиздуй туда, мы дальше не пойдем, блядь. Мгм. Сука. Молодцы какие. Вообще. Бравый, смелый американский спецназ. Почти как Молодчик. польский. А? Я говорю, почти как польский. Румынский. Или румынский, да. Румынский. Не польский. Румынский. Насколько я помню, тут можно было как-то в подкате, короче. Нет, подкатом тут, по-моему, нельзя. Тут, по-моему, можно с прыжка в это ногой в лобешник давать. С прыжка, да, вот можно. Вот я сейчас продемонстрировал. Ну а попробуй нажми, короче, это как его, приседание, пока бежишь, короче. Что-нибудь типа того. Так, колоночка. Так, вот, броня. Это здорово. Морфий! Все-таки у нас оперативник-наркоман собирает всякие шприцы с допингом. Ну а что ты думаешь, ему девочки всякие глючатся? Это да. Что-то у меня колоночка начала барахлить. Аж. Не знаю, может быть, патриарх? Это ты? Нет? Может быть, что? Да это с прошлого стрима по мафии. У нас там как крайнее богохульство было. А. Это дело я люблю. Собственно. Гореть нам всем в аду. Ну и ладно. Блин, да что ж такое-то? Первое сообщение. Элис Вейт. Привет, Алдус. Это Элис Вейт. Я отправила Да, тебе короче, подборку походу у меня ловелей. одна колонка от акустики сдохла. Говорил доставку. Да, эти колонки Ты испытываешь проблемы с перепиливать что придется. Ой-ой-ой, выключи звук. но если там действительно Да. Да. Так, там что-то нам объясняют по телефону, но это все автоответчик, но у нас задача, в принципе, стоит найти причину пожарной тревоги. Тут куча травища, кровища. Так, ну, уехать мы, собственно, пока не можем на лифте, нужно отключить пожарную тревогу. Вот, в принципе, я нашел. Так, нахер, закрою за собой дверь на всякий случай. Проверим сообщение одно новое. сообщение. Версия ЧП. Вот, тут еще попутно рассказывают о проектах. Проект Икар, проект Персей. Спрашивают, в июне будет Doom? Если, я так думаю, если будет, то новый, наверное, 2016 года. Так, что... О! Альма! Здорово! Ёб твою мать! Я чуть не ожидал, потому что она на меня пойдет. Сейчас вроде нет.
Ты уже столько раз эту игру проходил. Да я забываю некоторые моменты. Встретить Холидея и Бишопа на крыше. Ну, окей. Пойдем на крышу. Ну тут, в принципе, наверное, не так долго-то до конца игры осталось, наверное. Ну вот это я не знаю. Вот, потому что... А, да, вот мы сейчас приехали. Вот я не помню, мы Пакстона Феттела уже завалили или вот только завалим? Как бы. За негра еще не порвало. Кого? Негра еще не порвало. А его разве в первой части должно порвать? Мне кажется, это либо Extraction Point, либо проект Персей, но скорее Extraction Point. Ой, я честно не помню. Не могу точно ничего сказать по этому поводу. Так, тут куда-то, по-моему, забраться надо, потому что вот эта херня не работает. И, насколько я помню, нужно... Ага, вот он. Так, лифт, подожди. На этом лифте мы приехали, окей. Тут, по-моему, где-то как-то наверх надо забраться. Сейчас мы посмотрим, как это сделать. По ящичкам. По ящичкам. По ящичкам наверх. Ага. Так, и в принципе, наши любимые шахты. Фонарик кончается неистово. А он же, по-моему, автоматически перезаряжается, да, фонарь-то? А вот хрен. Да. Он выключается и начинает перезаряжаться. Ну, он моргает сначала, начинает, а потом он сам это, если его выключишь, он потом зарядится. Ух ты. Кто-то сбрасывает трупы персонала вниз. Но я так подозреваю, это армия клонов, да? Наверное. Ну, либо Альма. Вот, либо каннибалы Феттл, как бы тут. Братык, братишка. Братишка, да. Брат, братан, братишка. Когда меня отпустят, блядь? Вот. Кстати, не исключено, да, покуда он морфиновый наркоман, то что его просто неистово штырит. Вот. Ну да, списывают все на паранормальщину, как обычно. Мгм. Вот. Быть может, это вообще все события происходят у него исключительно в голове. Вот. А на самом деле он лежит где-нибудь в комнате с мягкими стенами. С пеной у рта и мочой под ногами. Да. Так. Высоковато, я вам скажу. Ой, блять, ворона меня пугает тут что-то. Так, оп. Оп. У меня куча аптечек, но ладно. Я не думаю то, что... Выключи звук, говорю. Сейчас, погоди. Я не думаю то, что надо было начинать на каком-то более сложном уровне сложности, скажем так. Вот, потому что иначе я бы фейлил кучу раз. Вот. Ну хотя и здесь случается фейлы, но это не так много их, скажем так. Так, можно сожрать аптечку и взять новую. Это здорово, еще сохранится. Неплохо было. Ой-ой-ой-ой-ой. Пожарище. Так, ребята орут в укрытие. Это здорово. Вот. И чем дальше, все-таки, тем, мне кажется, они немножко сильнее, и в них нужно больше попаданий сделать. Ну, так логично. Ну да, либо, вот я не помню, я в прошлом стриме говорил об этом, но я не помню, это в Фире реализовано или не в Фире. Что именно? То, что игра адаптируется под прохождение игрока и как бы сама либо увеличивает, либо уменьшает сложность. А, ну вот это я тебе не знаю даже. Я что-то такого не слышал. Вот я не помню. Я помню, что в некоторых играх была такая фишка, типа это как его адаптивная сложность, но в основном, насколько я помню, это все-таки были РПГшки разные. Мгм. Вот, нет, ну вроде это где в какой-то старой игре тоже было сделано, вот либо это было в Фире, либо в какой-то другой старой игре. Куча кровища, к слову, это здорово, на самом деле. Так, вот, куча клонов, ой! Куда это я попал?
Так, крыша. Я не помню, завалили мы Фетула или не завалили. Если завалили, то скоро конец. А если нет, то значит скоро завалим. Так, надо выключить фонарь, сохраниться, блядь. Через каждые 2 шага сохраняюсь, потому что очень опасно. Вот. Контрольные точки разбросаны. Ну, в принципе, Да. в принципе. Гамать в нее. А? Надо будет по-нормальному пройти ее. Конечно, надо. Говорят, в принципе, даже что и третья часть неплохая, если в кооперативе. Ой, вот третью я в кооперативе, к сожалению, не играл, я ее проходил так. Ну там, по-моему, только в кооперативе можно за Пакстона играть. Да, за Пакстона только в кооперативе. Ага, и стреляться красными какахами во всех. Это точно. Но Вроде в этой части оперативника об стены покидают. Ну вот да, мне тоже кажется, только не помню кого, Нигру, не Нигру. Нигера. Ну, да, но по-моему тоже в этой части. У меня есть такое Мне подозрение. все-таки кажется, что это Extraction Point. Ну хрен его знает. Так, координатор наш что-то сказал про пожарных. Так, я лучше возьму аптечку. Так, очень... Огонь? Какой огонь? Ты где, блядь? Вот. Ну, к слову, да, хочется еще раз похвалить. Что-то я, короче, про Prey, ну, точнее, с этими аптечками, а я что-то сегодня про Prey читал, сидел, она же вышла. Ну, да. Вот. И говорят, там же эти вот мимики Ну. сратые, они маскируются подо что угодно. Вот вообще подо что угодно. Даже Ну, вот, под говорят, есть аптечку? там такой момент, ну, и как бы игра, она особо не церемонится, она довольно-таки жесткая, сложная. То есть там нет такого, чтобы у тебя перед каким-нибудь боссом там была раскидана целая куча аптечек. И может такая ситуация быть, что у тебя впереди босс, а у тебя ни аптечек, ни патронов, ни хрена. И сделать ты вообще ничего не можешь. Как хочешь, так и выкручивайся. Прикольно. Ну, вот. И вот есть такой момент, то, что вот у тебя все, у тебя жопа, у тебя жизнь уже практически на минимуме, патроны на минимуме. Ты видишь аптечку, заходишь в комнату, и эта аптечка превращается в сраного мимика. Прикольно. То есть ты прикалываешь, как тебя опрокидывает игра в этот момент? Ну, это да. Сейчас-то все привыкли, то, что все будет хорошо, все четенько, а тут бабах. Подстава такая. Да, игра вообще, говорит, не церемонится абсолютно. Она, говорит, тебя ненавидит. Так, я нашел, по-моему, выход на крышу. Это кажется. Так, нужно пособирать оружие. Так, и вообще сохраниться. Неплохо бы. Так, тут, похоже, несколькими путями можно добраться. Вот это вот я, к слову, не знал. Так, мы на крыше. Мне кажется, я тут где-то проебал допинг. Кого? Допинг? Да, где-то я, по-моему, проебал его. Все, может быть. Вот, блять, кто это строил вообще? И нахуя? Встретить Холидея на вертолетной площадке, расположенной на крыше здания. Эпизод 5. Извлечение. А сколько здесь эпизодов? Вот я не помню. Эпизодов 9, по-моему. Либо 9, либо 10 вроде бы, что-то типа того. Либо 7. Я не помню. Тоже возможно. Так, вот, Холидей. Или это не Холидей? А, нет, это клоны, ёпта. Я уж обрадовался, думаю, ребята, я свой. Вот. А тут пиписочкой как бы помахали мы. Блять, сколько их много тут. Как оказывается, в итоге, видимо, они хотели сбить вертолет. А может и нет. Сохранимся на всякий случай. Тут есть... Кстати, как и в Думе, я тоже это отмечал в том стриме, то что непонятный расход брони идет. Вот. То есть
Она... Жизнь заканчивается быстрее, чем она. Ну так у тебя броню защищен только грудак. Почему? Больше грудак. У него шлем еще вообще, по идее, должен быть. Ну, знаешь, я не думаю, что он сильно спасет от пули. Ну, так, кто его знает, может и спасет. Так, нужно поменять себе оружие на более хорошее. Вообще с дрободанами я похожу. Вот не особо люблю дрободаны на самом деле. Из-за того, что с них надо в упор стрелять почти. Нет, Чтобы ну, было хоть что-то как-то. Единственное, где меня дрободан радовал, это в третьем Макс Пейне. Даже не в первом, не в втором, а вот именно в третьем. Хотя нет, в первом, втором тоже был хорош. так, мне гранату, по-моему, бросил. Нет, как бы здесь тоже дрободан очень даже неплох. Вот, очень нравится с него тут палить. Так. Ой-ой-ой, клоны. Не видно ни хрена. У меня 7 хп, 7 хп. Нужно сожрать срочно аптечку. И сохраниться, мне так кажется. Потому что... Тут есть клевый волын, который стреляет какими-то гвоздями, я не пойму, то ли чем-то еще. Вот, но с него неудобно стрелять. Ну да, он точный, но у него как бы домашка маленькая, скажем так. Вот. Лучше. Так, что я на паузу нажал? Надо сохраниться. Вот чё. Вариативность все-таки есть какая-то. Можно разными путями добраться до цели, несмотря на то, что, ну, по сути, игра коридорная. Вот, но все-таки какой-то выбор есть, как добраться до конечной цели. Так, надо сохраниться. А радио сообщает нам о какой-то стрельбе. Ну, в Армахеме это понятно, но оно... Потому как мы ж тут орудуем-то. Контрольная точка, да, они разбросаны тут абы как. Так, а во вторую часть мы, по-моему, вообще за левого чувака играем, да? Во второй части, не из-за того же самого оперативника. По-моему, левый вообще какой-то чмырь. Стоп, Там по-моему... же события начинают развиваться, пока они в этом Армахеме тусуются, по-моему. Да, мне кажется, по-моему, Тут же как раз взрыв происходит после того, как они покидают базу, ну, ядерный вот этот вот. Ага. А вторая часть начинается с того, что в первой миссии там этот ядерный взрыв прогремел. То есть, во второй части ты играешь за солдата Браво группы. Вот, которые были вот засланы в Армахем, собственно, в штаб-квартиру. Как раз там они параллельно события, считай, происходят. Так. Охрана Армахема, ну это, я не знаю, они тоже клоны или нет. По всей видимости, да, потому что они Пес его знает. все на одно лицо просто. Вот. Но я, конечно, понимаю, это все может быть обусловлено как бы движком игры. Вот, и вообще техническими возможностями на то время. Вот, то есть кучу разных солдат со своим определенным еблищем, вот, как бы не представлялось, наверное, возможным сделать. Броню, в принципе, разные сделать, это не так уж сложно. Ну, броню-то, да. Так. Ух ты. Я нашел какую-то каморку. Каморки, что за актовым залом? Ну да. Так. Ну, тут сидит не Ноэс, а охрана Армахема. В каком-то подвале, кстати, можно так сказать. Видимо, Армахем очень любит своих сотрудников, очень о них заботится. Как и любой нынешний работодатель. Да. Так, кто это? Все для людей, так сказать. Ой!
Блять, он меня... он мне просто дробью, как бы, в щи. Так, что у нас? 23:55, 20... Так, это... Ага, 23:30. Вот, 20... Блять, а нахер? Да, 22:40, 22:40. Вот он. Сохранение, я просто не туда немножко тыкнул. У меня вылетело в главное меню. Ага. Бывает. Так, тихо, 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 тихо. Аптечечку надо сожрать. Так, где мой дрободан? Блять, они еще гранатами швыряются. Они не то грант не считаются, они могут там из окна выпрыгнуть, там еще что-то как-то. Короче, это игра, в которой у врагов скиллов больше, чем у тебя. Ну, резонный вопрос назревает, почему, как бы, так же в окно выкатываться не могу я. Ты чмо? Просто не обученная, блядь. Мгм. Ничему. Так, это поход на крышу. Собственно, с крыши мы пришли. Где-то куда-то нам туда надо, наверное. Да, вот где расстреляли, собственно, сотрудников Армахема. Я не знаю, может быть, они тоже клоны. Так или нет? Подожди, или мне не Клоуны. Они тоже клоуны. сюда? Тоже клоны, да. Так, нет, все-таки мне не сюда, это был главный вход. Ух ты! Это оказался еще один товарищ. Вот, непонятно откуда взявшийся. Так, нам тут на Твиче Джонни Лига передает привет и говорит о том, что во втором эфире за одного из клонов играешь. Разве это в DLC-шке играешь за одного из клонов? Да, во-первых, да, привет тебе. Да. И во-вторых, в Реборне, да, ты играешь за одного из клонов, в которого хочет вселиться Пакстон Фэттл. Так вот скажем. Если, конечно, я ничего не путаю. А, ты можешь. Я могу, да. Но вроде я ничего не путаю, потому что я вроде как проходил пару лет назад. Так, охрана Армахема. Всегда сохраняйся. О, аптечка. Аптечка, это хорошо. 69 хп у меня. Так, можно сожрать аптечку, взять новую. Зря. Очень зря, товарищи. Блять, да на, гранатку. Вот это вот, да, вот на дальней дистанции, конечно, дрободан не очень хорошо себя ведет. Вот о чем я и говорю. Вот. Не, ну а в целом все достаточно круто. Какая-то музыка, я не пойму, играет. Где? То ли колыбельная какая-то, к сожалению, я особо не слышу в игре. А, Так, я надеюсь, я не помру. Ух ты. А что-то случилось? А, ну понятно, что случилось. Я немножко упал. Не, ну это как бы это заскриптовано. Блять, А. пиздец. Меня выкинуло из этого главного здания, теперь мне пишет, иди обратно. Блядь, заебись. Что это за артефакт? говорят, что основной герой вроде как Pointman позывной. Может быть. Ёптыш. Вот это вот я не ожидал момента. Что там? Все взорвалось к ебеням, меня, короче, в канализацию какую-то вышвырнуло обратно. Бывает. Так, но и зато мы взяли немножко допинга. Так. Это здорово. Сраный наркоман. Да. Оперативный. Че, небось, и с бабушками у подъезда не здоровается? Да. Штаб квартиры Армахема. Ух ты, ёпта мать. Вот это неожиданные моменты, конечно, наполняют эфир. Вот, но все-таки по мере прохождения ты с этим начинаешь смиряться, вот, и как бы уже начинаешь не обращать на это внимания никакого, ну, в основном. Как бы, да, там бывают некоторые
момент прям уж вообще очень. Нам вот опять пишут то, что в Сталкере с дробовиком какая-то фигня была, он убивал с первого выстрела в голову на достаточно большом для него расстоянии. Ну, у меня с Сталкером на самом деле даже хуже, чем с Half-Life. Я вообще его терпеть не могу, я не знаю, что в нем люди находят. Вот серьезно, мне вот... Я пробовал играть, честно пробовал, ну, настолько сильно не вкатило. Да, я, в принципе, то же самое могу сказать. Я не люблю сталкеров. Вот. Но я не знаю, если, в принципе, достаточно народу, может быть, попросят. Может быть, я чуть постримлю какую-нибудь часть этого сталкера. Не знаю. Он довольно-таки миленький. Так, вообще я, по-моему, заблудился. Я не знаю, может я правильно шел, потому что там что-то все обрушилось. А тут вроде ничего нету. Да. Что-то все обрушилось, может быть, тут где-то как-то можно пройти или нет? Сейчас спустимся. Вот, можно. Спустимся. Точно, тут проход под лестницей. Хорошо, что я спустился. Вот, а то тут можно тупить бесконечно, особенно мне. Так, что у нас тут? Ага. Огонь. И тут огонь. Очень интересно. И как мне пройти? А может там сбоку что-то еще есть от огня? Ну, Вот, видишь коридор? Вот коридор. Так, подожди, коридор, я оттуда пришел вообще. Коридор, но я так понимаю, нужно в окно, может быть, выбраться, но как? Да. Как вот это вот отодвинуть хреновину, я не знаю. Так, ну, все-таки попробуем, наверное, сохраниться, пробежать к лестнице, наверное. Хотя тут можно... Да, тут есть опять под лестницей проход. Вот, но помнится, в прошлый раз, когда я проходил, я, по-моему, так не делал. Ну, вот, я, по-моему, просто бежал в огонь на лестницу, потеряв кучу хп. Так, ну, есть аптечка, это здорово. Всякие скелеты кто-то нам подбрасывает тут все. Вот, я так подозреваю, это наш братишка Пакстон. На, чувак, похавай. Заботится он на самом деле. Да, заботливый типан Мгм. о своем младшем брате. Так. Блять. Тут, еще допинг. Допинг, это здорово. Увеличивает, синие, насколько я помню, увеличивает запас жизни, а вот эти вот зелененькие время. Ну, это slow motion, скажем так. Тайм. Так, что-то я, по-моему, не туда пошел. Вот. Прохерачил по этой какой вентиляции, вышел абсолютно туда, куда и зашел. Так, откуда точнее пришел. Так, ну, видимо, не туда повернул. Так, ну, попробуем тогда сюда выйти. Так, хотя нет, я опять туда пришел. Так, назревает, в принципе, вопрос. Походу, надо идти обратно. Вот. Назревает вопрос, кто дурак, игра или ты, да? Да. Так, что-то опять какой-то страшный момент должен быть, но я что-то... Ух ты, здорово. Это, видимо, наш напарник, да, Янковский или не Янковский, как он, из начала игры. Нужно. Вот, он же куда-то пропал, вот, и никто не знает, где он. Вот, и... Не знаю, попробуем, наверное, попутно выяснить. Вот, но мне кажется, ему пиздец. Насколько. Доктор сделал свое заключение. Да.
Так, Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия. ага, это точно. И непонятно, зачем я включил воду. Так, правда, а зачем? Ну, может, там эти, как его. Ну, тут ящики всплыли. как бы. Непонятно, зачем тут лестница. Может, в других комнатах что-то случилось еще. Сейчас попробуем, конечно, выйти. Вот, ну, вроде я правильно шел, потому что здесь вроде ничего такого. Оффлайн. Понятно, то, что оффлайн. как бы. На дворе пиздец, местный конец света локальный. Вот, еще бы был не оффлайн. Так, хотя, слушай, нет. Все дороги ведут сюда. Ну, значит, что-то ты не так там сделал до этого. Ну, вероятно, нужно как бы плыть. Ну, попробуй. Вообще, да, все верно. Тут, кстати, сегодня новость слышал, то, что Vanquish на PC подтвердили. Какой Иванкиш? Игруха Vanquish была эксклюзивом на консолях. Она на третьей была или на Шайтане? Она была на третьем, и не знаю насчет Шайтан коробки, наверное, тоже на нем была еще. Ну, короче, она у меня на третьей полке есть, но я все нет, на руки не доходит в нее поиграть. А тут на ПК с удобным управлением, почему бы нет? Так, тем не менее... Почему на ПК с удобным управлением? Ты можешь и на ПК, наверное, с джойстиком играть, не? Как бы. Нет, ну как бы это шутан. А, Очень динамичный, шустрый шутан, потому что поэтому на сосках целится в Uncharted на сосках целится норм, а вот тут вообще так, быть может, прям по харду автоприцел какой-нибудь, нет? нету его там. Ой, клоны! Куча клонов. Блять, я, по-моему, в себя гранату зашвырнул. Да, именно так и было. Сам себе. Да, сам себя просто. Спрашивают от Platinum Games. Да, от Platinum Games. Они увидели то, что Байонету хорошо купили. Им понравилось. И они решили дальше игрушки свои портировать на ПК. Сейчас очередь Vanquish. Тебя спрашивают, где у тебя шляпа? Шляпа лежит. Собственно, да, она прибавляет плюс 15, как бы. К стате, вот, к меткости, к выживаемости в играх. Но сегодня я решил обойтись без нее, так сказать, по хардкору. Это надо сохраниться, я так думаю. Взять Гарбадан и все-таки на лифте куда-нибудь поехать. Шляпа была в понедельник в стриме по мафии. Все-таки такой немножко тематический. Так. Надо сохраниться. Эпизод 6, кстати, напишите, пожалуйста, в чате, где-нибудь там на Ютубе или ВКонтакте, или где-нибудь еще, на Твиче, может быть. Сколько здесь эпизодов? Короче, насколько можно понять из разговора клонов, они хотят нас взять живым, но при этом как бы неистово палят. Немножко. Как бы тоже мне непонятен этот момент. Вот, но, с другой стороны... Ну как бы живым, это же не значит, что они там не со стрельными ногами. Ну, вообще да. Куча дыма. Так. У меня кончаются патроны, это плохо. 11 говорят вроде. Ну значит еще, наверное, на стрим хватит. На один. Потому что вроде у нас как в этом месяце 2 стрима по Фиру запланировано. Вот,
Я так немножко опасался, то, что я могу пройти за этот стрим ее, и как бы на следующий тогда, раз уж эфир заявлен, пришлось бы брать Extraction Point. Ну и чё? Она же вроде норм. Да, но как бы этот, как он, релик, ой, не релик, или, да, точно этот, забыл, кто в купе создавал эфир, ты мне не напомнишь? Нет, я точно не напомню. Это не релики были, это точно. Да, подтвердили то, что 11 эпизодов. Ага, отлично. 11, значит, еще стрим. На один хватит. Монолит, вот, точно. Монолит с кем-то еще делал, и потом в итоге-то одни от других отпочковались, скажем так. Вот, и как бы было решено делать у них Тебе предъява, то, что ты обещал метро 2033, где оно? Так, в смысле? Обещал. Ждите, ребята, расписание. У нас расписание составлено на месяц. Если в этом месяце нет метро, ну, значит, будет в следующем или позже. Знаешь, будет трамвай. Вот, так что... Так вот, и было решено, как бы, имя, вот, потому что, ну, там авторские права, все дела, вся херня со всей херней. Как бы абстрагироваться от частей, от этих спинов, можно так сказать. Extraction Point и проект Персей. То есть они выпустили второй эфир, третий эфир, ну, как бы не замечая вот этих вот двух ответвлений. Вот. То есть, типа, по ихнему канону, как бы, вот существует 3 игры. Вот. А не 5 там, или 6, так скажем. Так, я не помню, это здесь нужно в саркофаг вообще, это в первой части нужно лезть, или это все-таки проект Персей? О, по-моему, не в этой. Вот я тоже так вот сижу, думаю, вспоминаю. Ой, это чувак с кактусом, местный жирный айтишник. Мгм. Не вашими заботами. А куда мне деваться? Лифта не В такие моменты, в таких играх, как ты зачастую меньше всего ожидаешь встретить какую-нибудь неписи. Потому что, блядь, смерть, жопу, сатана там уже вот-вот придет, блядь, и непись. Причем такой нелепый. Так, а куда мне тут надо-то? Что-то какая-то херня, ну, тут, по всей видимости, что-то должно быть. Так, что там? Расписание, когда выложите, все стримы с того проведете. Все стримы с прошлого расписания проведены, практически, кроме Little Nightmare, потому как ждем патча. Вот, У меня он не запускается. потому что там нужна поддержка процессоров SSE 4.1.4.2. Он мне выдает какую-то тупую ошибку, я не знаю, что с ней делать. Fatal Error он выдает при начале новой игры. Нет, не Fatal Error у меня выдавал. У меня тебе говорят, какого-то тебе файла не хватает. А, Я не могу ничего с этим сделать. Вот, но все дело-то в том, что поддержка процессора как раз-таки 4.1-то у меня есть, но игра все равно выдает Fatal Error. Вот, непонятно почему. Вот, Так, нам тут фотожабу скинули. так, да, сейчас сделаем перекур и как бы, Ну, да, в принципе, я думаю, что примерно так и было. вот, расписание обновится до конца месяца, ну, ближе к этим выходным, там, собственно, ближе к ежевикле, скажем так. Собственно, как Максим предоставит все превьюхи, так и обновится расписание до конца мая. Так, я куда-то зашел, там пробежала куча клонов просто.
А, понятно, куда они как бы прибежали. Все это не стучи по клавиатуре, очень громко. Сорян. Такая клава. Ничего сделать не могу. Ух ты, ух ты, ух ты! Сколько их тут много! Это очень плохо, мне кажется, меня сейчас немножко заберут в анальное рабство. Вот, хотя вроде я справился с ними. Закидал парочки гранат. Макс говорит, что поменял хард. Теперь у него все норм. Ну отлично. Это очень хорошая новость, очень замечательная. Возьми его. Нет, я не дам вам взяться за мой прекрасный хуй, поэтому сделаем сейчас перерыв. Как раз у меня опять рука подзатекла немножечко. Да, сейчас 10-минутный перекур. Ну, Да, сейчас я думаю, 23:05. Давай, 23:01. Давай в 23:05. да. Делаем перекур, а возвращаемся в 23:15. Ой, 10 минут. 10 минут что-то долго. Я тебе скажу. Ну, ладно. Давай, как придем, так придем. Кто придет раньше, тот придет. Так, время 23:02 уже, да? Или 01? Сколько? 01. 01. 23:05 делаем перекурчик. Ага, ну все, давай, до 23:05. Так. Я немножко заблудился. Опять. Так, вот тут нам на Твиче все подсказывает, то, что разработчик Monolith Production, Day One Studio, ну, Day One Studio, они все это делали под этот, как его, под консоли портировали. Ага. Издатель Sierra был. Точно, Сиера. Ну вот, и Монолит, походу, то ли... Нет, все-таки, наверное, Монолит отпочковался от Сиера. Или Monolith, да, съехал, потому что Sierra как издатель обладает правами. Мгм. Ну, в итоге Monolith, они, по-моему, что-то пилят периодически, а Sierra, она как-то схерилась совсем. Это да. Так. Но все-таки немножко жалко то, что как бы они так решили забыть о проекте Persei и Extraction Point. Все-таки они тоже две немного. Ну вот, они сейчас это, как его, Monolith, они сделали этот, как его, Shadow of Mordor, сейчас они перед Shadow of War. Ага. Не, ну ребят молодцы, как бы. Не только... Fear 2, Fear Reborn и третий тоже Monolith делали. Ну что-то... Condemned они же, обе части. Condemned это они, по-моему, первый серый или просто они? Просто не помню, как это все было. Sega. С Сегой даже. Мгм. Вот оно как. Так, Дрободан у нас полон жизни, скажем так. Я помню Sierra в основном по квестам. По Ларе там все дела, Вот. эти пошлые квесты. Ноутбуки нам периодически подсказывают о происходящем, вот. Ну и вообще о вырезанном контенте из игры. Вот. То есть очень... Спрашивают, как вам Shadow of Mordor? Мне охрененно закатило. Просто ништячок. Я тут пару дней назад, ну ладно, не пару, чуть больше, устроил себе марафон по Толкину. Весь Хоббит, весь Властелин колец. Ну, фильмы, разумеется. И мне прям так захотелось снова в Shadow of Mordor поиграть. Какого Прям числа она вообще выходит? Мордор вышел уже. Сейчас Не-не-не, будет этот Shadow of War. Вар, который. Ой, хрен его знает. В 17 году. Вот. Ну, скорее Ближе всего, к концу, скорее всего. осенью. Ну, осенью, ближе к зиме, может быть, под новогодние. Так, кто-то тут меня стрелял. Ага, все, я понял. Откуда ты стреляешь? Меня прям вот Shadow of Mordor прям очень зацепило. Там поначалу, конечно же, очень много дрочильни, но почему-то вот именно в Shadow of Mordor дрочильня не надоедает, вот совсем. Хвалил я искусственный интеллект, а потом он просто взял и начал стрелять в колонну перед собой.
Это ты своей тупостью заражаешь просто всех вокруг. Там уже клоуны не выдерживают такого наплыва ментальной силы. Все, давай, пауза. и Так, переход. да, пауза. Тут я как раз добрался до какого-то переключателя. Давайте. Перерыв, но я, скорее всего, вернусь минуты через 3-4, ну и продолжим. Все это дело. Вот. Ну что ж, перекур, Так, товарищи. Да. Перекур. Ну что?
что ж, ну я думаю, стрим-то до 12, по крайней мере. Ну да, наверное. Так, ну и что ж, надеюсь, все успели покурить, заварить себе чайку Пельмени. и пельмени, да. Продолжаем. Так, автоответчик. Одно новое сообщение, кто-то все оставляет сообщение. Женевьева арестит. Это где? Это автоответчик в игре. А, у меня еще что-то не запустилось. А, Так. нет, все запустилось. Найти и уничтожить Пакстона Феттела нам предлагают. Как бы открылся Тут. лифт. Говорят, 25 августа выйдет Тень Мордора. Ага, Ой, Тень войны. отлично. Так, Но у меня, скорее всего, ни хрена не будет тянуть. я правильно вообще иду-то? Нет? Кто мне скажет? Чё-то я заблудил тут. Заблудил. Так. Надо... Вот скотина! Этот жирный уебан уехал на лифте. Так, видимо, все-таки да, сейчас мы скоро уже уничтожим Пакстона Феттела. Вот. Все достаточно быстро произойдет. Вот. Никак. Как бы ты проходишь, ты ожидаешь чего-то крутого, да? Какой-то там эпичной битвы, а по факту... Ну, знаешь, во второй части концовка тоже крайне скомканная была. Так в том-то и дело, то, что тут это не концовка еще, когда ты его убиваешь. Ну да, я просто про то говорю, то, что, в принципе, если подумать, во второй части боссов нету как таковых вообще. Ну, это под конец, когда вот эта вся хрень начинается. Непонятная вообще. Так, да, вот все-таки, наверное, я правильно шел. Так, сюда надо или не надо? Вопрос. Слушай, я сюда не хочу. Я пойду в другую сторону. Слышь? Тут что-то куча дверей пооткрывалось. О, я немножко морфия нашел. Вот это зло. Нет, все-таки мне туда надо, да. Ну вот, да, там на Твиче говорят то, что Тень Мордора и Тень войны тоже от Монолита. Ну да, как я и сказал. Как они еще сделали. Кстати, а после этого, как его, после мандата Персея, ну вот это, эти, Сьерра больше вообще нифига не выпустили. Да? Да, они совсем загнулись. Очень плохо. Очень плохо. Да как-то пофигу. Так, подожди. Нет, отсюда я приехал вообще. Тут я пришел к лифту. Вот, собственно. Что-то я заплутал. Мне кажется, сейчас до конца стрима буду тут бродить. Так. Здесь ничего нет интересного. А тут у нас Ой. заклинила дверь. Видимо, надо возвращаться как-то обратно. Тут вроде тоже ничего интересного нет. Здесь только аптечка. Спрашиваю, сколько раз ты эту игру прошел? Так, наверное, все-таки раза 3. Вот это, Ну да, не меньше, мне кажется, чем раза 3. С учетом того, что же была еще это, как он. Краткий пересказ. да, с учетом еще краткого Вон там пересказа. впереди какая-то хрень мельтешила. В дверях. Пробежала мимо. Да? Вот сюда, сюда. Это Альма нам Вперед, да. Альма подсказывает, куда идти. Наверное. Но нет, тут как бы похоже вариант один остается. Сесть и заплакать?
Да, в угол куда-нибудь под лестницу просто. Так, ну, все равно, сколько бы я ее не проходил, я не могу ни хера запомнить. Так. А, вот, тут, короче, лифт-то уехал, вот, и можно пробраться. Как бы наверх по лестнице. Вот. Сейчас по куче этажей, мне кажется, нужно будет пройти. Вот. К сожалению, я не помню. Так, что тут есть что-нибудь интересненькое? Нет, нифига. И опять, опять шахты. Вот это. Ненавижу шахты. Эпизод 6. Ныне. Любой ценой добраться до Феттл, пока он не сменил место нахождения. Окей. Мы попытаемся это сделать. Но я думаю, сегодня-то мы его завалим. Ну, тут вроде не так далеко до него. Ну, я думаю, в этого завалим и как раз все. Да. Да пройдем тогда в следующем стриме. Так, в расписании он еще не указан, но обязательно будет указан в скором времени. Так. Как спуститься, не убив себя. А то, в принципе, я периодически могу тут промышлять суицидом. И вообще в целом в играх такое наблюдается. Так, а почему горит синеньким, а пройти нельзя? Надо сохраниться на всякий случай. Так, что? Опять под это. Подзатекла рука. Так, вот он, приехал, сука, с кактусом. Ну вот ты. Видишь, Скотина жирная. Напинаю. Блять, вот пидор. А прикинь, какая козлина взял, активировал систему безопасности. Вот. Выехала турелька небольшая. Блядь. Ну, по-моему, она будет, да, скоро? Ну, ближе к концу игры, да. Так, тем не менее, нужно... Будет еще по аудиосерф стримы? Вряд ли, нет. По аудиосерфу больше нет. Ну, по крайней мере, насколько я сейчас могу знать. По первому... Планируется. Да, пока вроде не планировали. Вот. За, как бы, точной информацией, ну, не знаю, ну, следите за расписанием, что еще могу сказать. Вот. Ну, в этом-то месяце точно нет. Так, и в июне вряд ли. Так, что-то какой-то опасности нам тут. Неужели мне обратно надо? Нет. Я обратно в шахту уже не залезу. Это как бы точно. Так, вот, тут есть еще проход. Вот. Сохранение контрольной точки, значит, что-то тут будет такое. Веселенько. Да, значит, что-то будет веселое. Покуда эта блядина активировала систему безопасности, я так понимаю, сейчас будет куча турелей. Вот, ну или около того. Так, а выключить я ее не могу, естественно. Блять, кто бы сомневался. Так, еще я помню, тут где-то Альма по потолку должна ходить. Ага, система автоматической защиты, блядь, включена. Отлично. Я очень рад, как бы, этому.
И что как бы делать в этом случае? Придется... придется, наверное, все-таки замедление, да, юзать? Насколько... Ну, юзай замедление, да, что ты про него забываешь всегда. Аптечка, аптечка, заюзать скорей. Так, отлично. Так. Я могу морфия найти тут, нет? За каким-то хером я выключил свет. А, видимо, чтобы деактивировать систему. Но я ее уже завалил. Эту, какую? Нашу турельку, точнее армахевновскую турельку. Это очередной ноутбук. Загрузка данных. Вещает куратор про проект Источник, то что по каким-то причинам по причине какой-то синхронизации как бы был закрыт проект. Он говорит, похоже, были жертвы, но еще бы. Так, ну и по всей этой видимости, наверное, не один Пакстон Феттл и не один наш наркоман-оперативник были задействованы. Это и не одна Альма. Не, ну там же чувак из второй части, он же тоже как-то ко всей этой хрени причастен. Причастен тем, наверное, то, что его оттрахала Альма. Да, но она не просто так, он тоже, что ли, какой-то там родственник, короче, там... Через 3 колена, блядь. Да, я не помню точно завязку, но кто-то он там кем-то там кому-то там приходится. Ага. Сожрать аптечку. Взять новую. Как они лихо тут раскиданы. Ух ты, господи. Опять... Опять эти турельки. Но все-таки с этого... С Дрободана они валятся куда быстрее. Вот, я надеюсь, я тут не заплутал. Слушай, а это во второй части эфира или в третьей, там где-то по больнице шаришься? Во второй, по-моему. По-моему, во второй. Так, тут опять выехала турелька. Ну вот, видимо, я правильно иду. По всей видимости. Ну, конечно, там, где враги, значит, правильно. Так, а что за... Дверь закрыта. Черт. Я немного раньше начал стрелять, чем как бы требовалось. Ну, сейчас, погоди, восполнится. Она крайне медленно заполняется, в отличие от фонаря. А? Уже все. Уже все, да. Но все-таки медленнее. Вот. Я только сейчас в стриме, собственно, начал, ну, даже с прошлого стрима начал юзать вот эту штуку с замедлением. До этого я ее не использовал ни разу, как бы, вот когда сам проходил. Вот. Хер его знает почему, быть может, наверное, потому что я кнопку Ты уже забыл. сначала, да. Вот. Собственно, вообще. Ну и как бы... Да, Вот там кто-то башкой об стену бьется. он не бьется, вот жердяй пытается проникнуть. Ну, издали было непонятно. В этот, как он, ну и застрял. Говорят, что в начале третьей части мы в тюрьме оказываемся. Да, это я помню, то, что в начале третьей части оказываемся в тюрьме, там нужно сбежать, туда-сюда. Контрольная точка. Спрашиваю, третий Fallout или Нью-Вегас будет? А смысл, скажите мне, смысл вот таких вот больших игр, вот типа там Fallout, да,
или Skyrim, того же, или там Dragon Age, ну, что-нибудь такое вот большое, там Mass Effect тот же самый. Смысл таких игр, потому что, ну, зачем, блядь? Вот, Ну, да, за стрим многого показать не успеешь. да, я не вижу особого смысла стримить их, потому что, ну, очень большой объем информации, скажем так. Вот, и не на запись там какого-то типа летсплея санного, либо на стрим, блядь, нет никакого смысла, очень, очень много. И за пару часов там ничего такого не покажешь. Там за пару часов, не знаю, там, может быть, одну там или две сюжетные там миссии какие-нибудь покажешь, и то не факт. Потому что я тут начал вот как раз Fallout 3 играть, и, не знаю, один квест я, наверное, выполнил часа за 2,5. Ну, вот вам и стандартный стрим, как бы. Ты в кого стреляешь-то там? Блять, молодец, замедление включил, когда уже завалил эту турельку. Ну там еще одна, по-моему, пуляется. А может и нет. Что-то я брожу, кругом темнота просто невъебенная. Так, надеюсь, я правильно иду. Ну вот, аптечка не юзана, значит правильно. Так, что-то тут. А, тут еще аптечка. Так, там какие-то звуки непонятные происходит. Какой-то электрический импульс. Я так подозреваю, то, что это этот невидимый чувачок, который меня бесит, и их обязательно только с замедлением надо валить. Вот, иначе очень круто будут расходоваться жизни. Вот контрольная точка очередная. Вот, и это означает то, что, видимо, сейчас будет какой-то замес. Спрашивают, как относимся к движку Unity. Как к нему можно относиться, к движку Unity? На нем, мне кажется, все школьники клепают игры нынче. Вот. И вообще в чертовом Greenlight на этом Unity просто какое-то ебическое количество всякого говна делается. Вот. Не, ну а так, в принципе, ничего, неплохой движок. Есть хорошие, да, есть хорошие игры, которые на нем делаются. Там, может быть, даже какие-то хорроры. Я не знаю, мне, если честно, в целом по боку, на чем игра слеплена, на каком движке. Главное, чтобы Если было играется хорошо. хорошо, то и ладно. Уж про красоты молчу. Комп уже не тянет нифига. Так, где этот товарищ-то? Куда он убежал? Где он тут был-то? Жирный? Не-не-не, не жирный. Я тут за клоном бегаю. Вот он. Собственно, в слоумо можно видеть было, как у него отлетел кусок башки. Ну, в смысле, башка. Да не кусок, а вся башка. Вся башка, да. Вот, это здорово. На самом деле, это здорово. Так. Что-то я заблудился, по-моему. Где-то должен быть проход. А, вот, все, точно. Проход здесь, опять контрольная точка. Ага, я слышу выстрелы. Так, сохранимся и ворвемся. Ух ты, сколько их тут. Турель сверху. Да, турель сверху и куча болванчиков меня просто запинала. Он нарвался на пиздюля, короче. Угу. Ворвался. Как обычно. Так, заюзать замедление и дрободан, мне кажется, надо. Какого? Говорит нам один из клонов.
черт. Аптечки не забывай. Аптечки не забываю юзать, но... Не успеваешь, да? Да, но я не успеваю, меня потушили просто. Ну, мне кажется, тогда... Где вы там турельку узрели? Наверху она стоит. Вот ты вот сейчас заходишь прям над чуваком, который... Прям над ним турель. Ага. Так, видит цель, товарищ. Так, надо аптечку срочно заюзать. Срочно аптечку заюзать, срочно взять дрободан. Срочно замедление включить. Тихо, товарищ! Все, еще раз аптечка. Так, они кончились, я надеюсь? Ага. Так, значит, он не один, потому что он один болванчик спросил, видите его, другой ответил, никак нет. Это здорово, да? Так, а где ты? Где ты? Еще один. Ага. Надо сохраниться, мне кажется. Так, 6 патрон. А, где эта турель? Где эта турель? А, все. Она, по-моему, Хрен ее знает. она не работает. А, ну хорошо. Ну я бы на всякий случай ее все-таки жахнул, если возвращаться придется при свете. Ну, вообще, да. Наверное, потому что мне все-таки, да, кажется, нужно включить свет, потому что неспроста тут стоит лифт, как бы. Вот, и существует довольно-таки большая вероятность того, то, что придется подниматься наверх. Так, а я патрон подсобрал у них, нет? Мне кажется, надо. Как бы подсобрать патрончиков у товарищей. Вот. Ну, ощущается дикая нехватка боеприпасов. Спрашивают, какой программный язык программирования знаешь? Программировано. Coral. Знаю. Немножко. Так. Сохранимся. Так. Слишком долго идем по Пакстелу, Феттелу. Ну тут куча лабиринтов. Хоть несмотря, опять же, повторяюсь, то, что игра какая-то коридорная, ну, вот в какой-то степени. Но. Ну, у нас еще минут 20 есть, может успеем. Да, я тут наткнулся на залежи боеприпасов. Это здорово. Так, нужно, видимо, что-то включить. Ага. Ёб твою ж мать. Вот это да. Вот это я нарвался. Туда приехал какой-то робот. Это не круто. Это очень не круто. Ой, блять, я опять подорвался на своей же гранате. Боги. Ладно, попробуем вернуться обратно. Так. А, нет. Ёпта, нихуя себе, откуда ты? Скотина, можно я как бы обмануть тебя? Уйду. Ну, не знаю. Потому что не очень как бы хочется. Блять! Блять! Он меня выпихнул! А ты что думал?
Вот сразу стрим по хроникам Редика вспомнился. А что там? Боевой супердроид ED-209. Да-да-да, я его там тоже, к слову, валил достаточно долго. А что же надо будет переиграть в Редика по-нормальному? Все-таки вынес он меня. Тут, наверное, где-то должна быть какая-то ракетница лежать. Наверное, сегодня на этом моменте это все и закончится. Стрим. Вот мне тоже так кажется, но это не ракетница. Блять. Скотина. Так, а тут у меня, по-моему, гранаты должны быть какие-то дезинтегрирующие, ну, в смысле, сэмми, какие-то импульсные должны, наверное, быть. Где-то лежать. Блять, да хватит. А, к слову, как мне переключаться между гранатами? Не знаю. У нас стройки залезть. Так, надо быстро как-то уехать, наверное, от него. Вот я надеюсь, у меня это получится. Да, у меня получилось. Так, я надеюсь, он не настолько умный, чтобы вызвать лифт обратно. А он может, мне кажется. Так, все-таки, да, мы потихонечку подбираемся к фэтлу. Так, броня. Броня это здорово. Сохранимся. Ёб твою мать, да какого ж хера? Я почему-то так и думал. Думаю, сейчас будет какая-нибудь фишка, как в Dark Souls, когда вроде убежал от врага, он тут херак, либо стену ломает, либо еще что-то делает такое. Блять, это просто пиздец. Так, где настройки переключения между гранатами? Мне нужно. Управление. Команда управления. Предмета. Так, убрать оружие. Так, следующий с типа взрывчатки. Так, мины. Мины с таймером. И, собственно, все. На! Товарищ, держи. На еще. Ёб твою мать! Успел. Блять, а он, мне кажется, все-таки ко мне не пойдет, этот педрила. Ну, не знаю. Смотри, сейчас. Отвернешься и в лобешниках хватишь. Ну, я как бы понатыкал мин, я его тут жду. Стою, чтобы он пошел сюда. Ну, выглянул, стрельнул, не? Я его жду, чтобы он сюда пришел. Да не придет он. Почему? Ну, не знаю, стеснительный. Так. А, вот, слушай. Он уже... Бей его. Ты думаешь, надо уже? Подожди, о! Я его все-таки завалил этой взрывчаткой. А где он? Управляю. Бля, или его вниз выкинул, я хуй знает. Может, его просто вниз выкинул, он сейчас опять к тебе прилетит. Все может быть, поэтому лучше, блять, отсюда быстренько свалить, мне так кажется. Потому что хуй его знает. Как бы этого пидораса. Лучше нахер. Лучше перестраховаться и съебаться куда-нибудь подальше. О, какой-то товарищ лежит. Блять, а мы... А почему мы пройти не можем проползти? Ну ладно, окей. Блять, химическая угроза какая-то.
Да, поэтому нам в комнату с оружием никак не попасть на данный момент. Внизу были бочки с помощью расставлены. Бочки? Ну, уже поздно. А, ну и похер. На эти бочки. Так, нужно запустить, видимо, какую-то очистку, что ли. Вытяжку, скажем так. А, о, морфий. Обязательно. Опять автоответчик какой-то. Одно новое сообщение. Ладно, окей. Пускай болтает. Блять. Темень, у меня очень заканчивается фонарь. Ну, постой, подожди, пока перезарядится. Да, надо. Карточки. Схвачу. Так, блять. Звук накладывается один на другой, собственно, от ноутбука и от этого, от телефона, от автоответчика. Это, в общем, как бы очень и очень это слышится. Так. Ну, куда-то мы должны в итоге прийти. Вот. Насколько я помню, Феттл находится то ли в подвале, то ли на крыше какой-то. Вот Я там. думаю, все-таки на крыше. Вот, там куча лесов, там каких-то стоит вроде бы. Какой-то ремонт там идет. Не знаю, ну... Какая-то такая херня. О! Турелька. Вот это прикольненько. Да, вот это хоть какая-то помощь. Не, прикольно, это какое? Как реагируют враги на попадание. М. Так, ну, во всяком случае, хотя бы... А? Патроны бесконечные. Ой. О, камеру ебанули. Да, камеру ебанули, но во всяком случае нам поменьше будет пиздить этих товарищей. Вот, ну. Так, дверь закрыта. Чем-то изнутри. Вижу, говорит, в укрытии на гранату. Очень, кстати, расчлененочка-то присутствует. Они могут на куски разлететься от гранаты. Вот это здорово, на самом деле. Да, сейчас такого шута нас не хватает. Да. Вот, ну, я не знаю, как, кстати, насчет Буллетшторма. Он же там переизданный какой-то вышел. Ну, а о чем? Просто там переиздание, в принципе, со сглаживанием чуть получше, да, этими, как его, Да, Дюком Нюкиным. 4К разрешением. Там Дюк вроде присутствует. А? Дюк, говорю, Ну, присутствует. это скин, наверное, просто. Так, а в какую сторону-то я шел вообще? А, Спросили, какой движок предпочитает. Да по барабану уже ж говорили. да. Главное, чтобы игра была слеплена хорошо. Так, а в остальном, в принципе, вообще похерово. Блять, меня обошли. Вот они. Искусственный интеллект. Фировский. Достаточно неплохой, как уже говорили. Они тут могут какие-то маневры свои создавать, обходить, что-то еще делать, кувыркаться там. Туда-сюда. Многие недовольны переизданием Bulletstorm, так как в некоторых местах графика и эффекты были хуже, чем в оригинале.
Ну, это дело поправимо, пару заплаток и все. Ну, в целом, да. Вот, ну, Это же не фейл Multiverse. если они, конечно, будут делать эти заплатки, потому что Ну Е- да. если взять Андромеду, то, блядь, в ее случае, вот, допустим, тоже с анимацией тоже какая-то дичайшая ебала. Вот, но, естественно, никто не будет ничего делать, потому что простыми заплатками это не поправить. Придется переделывать всю игру нахер. Не, ну они что-то вроде пытаются все сделать, вроде местами лучше становится. Но это если только вот так вот потихонечку игру переделывать патчами. Ну, через годик. Ну да. Либо с каким-нибудь очень масштабным DLC. Тогда уже можно, я думаю, нормально поиграть в эту Андромеду. Ну, а так я раньше и не планирую играть. Так, я что-то подзаблудился. Куда мне вообще надо идти? Ага, все, я понял, куда мне надо. Ты это понял после того, как тебе трупак скинули? После того, как я услышал выстрелы. Вот, я понял. То, что мне нужно идти именно туда. Именно на выстрелы. Ну, между тем у нас еще минут 10. Ну да, быть может мы успеем до Феттула сегодня. Быть может. Быть может, да. Стандартный стрим. 2 часа. Блять, аптечку! Не успел. Ну, такими темпами точно нет. Да. Такими темпами точно нет. Блять, загрузился, и тут же у меня перед носом появился товарищ. Спрашивают, слышали ли о движке на нейронных сетях? Нет, не слышали и... На самом деле по барабану. Действительно. Так, где-то там... А, вот он, вон они еще товарищи. Я думаю, им гранату туда надо забросить. А и в столб не попади, я опять себя отрикошетишь. Не-не-не. На этот раз я нормально забросил. Вроде даже убил кого-то. А, нет. Он спрятался. Спрашивают, графодрочеры мы или сюжетолюбители? Не то и не то. Нельзя вдаваться в крайности. Не, ну понятное дело, что если как бы сюжет у игры просто, блядь, ну, охуительный, а графон, там, я не знаю, допустим, даже это пусть будет какой-то платформер, вот, там, с графикой из Марио, там, из Дэнди, там, девственного, ну, в смысле, из детства, вот, то, ну, как бы в любом случае, блядь, к прохождению обязательно, и похуй на графику, блядь, сюжет. Ну да. Вот. А если у игра, собственно, ничем не отличается, ни графика, ни сюжетом, ну нахер нужна такая игра? Так. Вот, ну, есть игры, да, там, у которых какой-то хуиный сюжет, но при этом хорошо прорисованный, проработанный мир, красивый, то, как бы, из-за этого тоже стоит. Ну, про геймплей еще как бы вообще люди обычно забывают. Ну да. Все тот же эпизод 6, тень прошлого пересечения. Все же. Нам теперь нужно установить местонахождение Феттула. Также следует арестовать и допросить Нортона Мейпса. Нет, мы сегодня точно в этого не успеем. Да. Первого Феттула. Как у Феттула сегодня вряд ли, да, успеем. Господи, блядь, турелька напугала. А нельзя от нее взять вот это вот? Нет. видимо, Не знаю, попробуй. Нет. Видимо, нет.
нельзя, как оказывается. А то было бы неплохо, было бы неплохо. Было бы здорово. Так, а я сюда могу зайти как-нибудь? Там я вижу допинг. Допинг. Мне кажется, с другой стороны будет вход. Блять, у него опять галюны Ну, начинаются. сейчас будет что-то веселенькое. А, вот, все-таки Морфи я нашел. Так, блять, кто тут швыряется у меня? Одно новое сообщение. Одно новое сообщение. Женевьева Женевьева арестит, что-то там вещает про источник. Ну, это ладно, в принципе. Опа. Мне подсветили аптечку. Ой, нихуя себе, Фэтл. Тебя уже можно завалить? А, блядь, нет, он за стеклом. Взрывая свои страхи в землю, люди сеют семена собственной смерти, что ли? Не успел прочитать. Гар, ты скажи это майнкрафтерам, а чё все так на Майнкрафт обозлились? Из-за того, что в него куча школьников играет, ну и чё? Это довольно-таки прикольная песочница. Многие люди там с творческим потенциалом там такие вещи создают. Офигенные. Целые города там детализированные, супер, там, Весёло. не знаю, тоже. Видел Сокол Тысячелетия, огромнейший, как отбахали. В этом смысле прикольная игра, что люди что-то такое делают, творческое, прикольное. А всякие школьники, хрен бы с ними. А с учетом Вот того- спрашивается, игра без сюжета, без графона. Ну зато с интересным для многих геймплеем, пожалуйста. Так, что я потерялся. Блять, у него опять галюны. Опять Бывает. про родильню. То есть- Бля, мне сюда? Я надеюсь. То есть Помню, был случай, когда человек воссоздал эффект от ЛСД в Майнкрафте. от чего? А, От ты- ЛСД. а, Ну, на самом деле, я думаю, что такие вещи как бы сложно, наверное, очень передать. Я бы даже сказал, наверное, невозможно полностью передать в каком-то там цифровом виде. ну да. Я, конечно, не знаю, не эксперт и Я даже не не зна- любитель. Как-то, я не знаю, давно, может быть, в 2007, наверное, году какая-то хуйня по интернету все гуляла, блядь, типа эти цифровые наркотики, ебучие аудио, блядь. А, да это все разводка. Да, была. говно, блядь, полноценное. Вот. Ну, к слову, я даже не пытался слушать, потому что, блядь, ну как бы, ну заведомо, ну говнина, блядь. Вот то, что видел, как какой-то чувак в Майнкрафте за 2 года захерачил уровень из игры Snake Ready and Roll. Не знаю, что такое это за игра такая, если честно. Ну просто вот да, опять же к тому, то, что люди там нормальные темы делают. Порой. Блядь, кто по офису раскидал дрободаны, блядь, броню? Вот это вот тоже, Не знаю. к слову, очень интересно. Спрашивают, как Battlegrounds, понятия не имею. Battlegrounds что-то я тоже не знаю такое. Да какой-то очередной многопользовательский шутан за косом под Overwatch. Так, клоны воюют с охраной Армахема, а охрана Армахема воюет с нами, блядь. И колонны тоже воюют с тобой. Да, и клоны тоже воюют. Это дичь, на самом деле. Так, а с кем они? А, ну да. Ладно, я подожду, пока они там отстреляются друг по другу. Вот, чтобы мне было немножко полегче. Блять. Взорвалась Подождал, да? взорвалась граната и, бля, что-то меня похерило.
Похерила броню, похерила немножко жизни. А, не, это вот Battleground, Survival Shooter, типа H1Z1 и DayZ. Вот эти игры я вообще не понимаю. Вот просто-напросто. Ну, DayZ вообще сделан на движке армы второй. Вот, Не, ну это собственно, да, я как- просто как про то, аддон. да, то, что я не понимаю их суть. Нет, суть-то понятное дело, но не знаю, мне такого рода геймплей вообще не нравится. Выживание такое. Да, блядь, вообще скучно становится очень быстро. Не, ну, собственно, кому-то нравится такая. Не, ну понятное дело. Ну, кому-то и Дотан нравится. Ну да, в целом. Блять, долго его валить? А, вот, все, наконец-то. Все-таки я его из Дрободана смог победить это создание. Надо пособирать оружие. В Стиме на первом месте стоит. То, что это на первом месте в Стиме, это еще не говорит о том, что игра хорошая. Кто? Вообще ни разу. DayZ? Нет, вот это Battleground. А. Зачастую в последние годы в Стиме на первом месте всякое как раз выживательство говно, которое играть вообще караул какой-то. Ну и еще с этого, с Greenlight, блядь, куча всякого. Выйдет какая-нибудь херня, где с голой жопой, с голой писькой бегаешь, топором всем по башке втыкаешь. Все, сразу первое место в топе. Да. Вообще ни разу не показатель. Просто абсолютно. Steam стал такой помойкой дикой. Так. Все-таки мы куда-то найти Элис Вейт, блять, да, все-таки. До Фэтула еще не так близко, как казалось. Спрашивают, как Prey, хороший или нет. Понятия не имеем, еще не играли. Был только стрим по демке с PlayStation 4, поэтому как бы, пока мы ничего не можем сказать. Полноценный стрим по Prey 2017 года будет в этом месяце. Скоро обновление расписания. Поэтому рекомендуется как бы вступить в группу ВКонтакте, подписаться на канал на Ютубе. Вот, и, собственно, вы все увидите. Так, быстро сохраним. Отлично. Так, блядина. Бля, эти стекла бьются. Так, ну между тем 10 часов. Что, еще чуть-чуть? Да, еще прямо, в смысле 10 часов, 12 часов. Ну да, 12, все. Меня кроет. Да, наверное, сейчас до какого-нибудь момента прямо такого эпического надо дойти. Ну или хотя бы до контрольной точки, до ближайшей. Одно новое сообщение. Первое Вот, и будем заканчивать сегодняшний стрим. Завтра вообще, по идее, ВВЕ 2K17. Будет там Иван стримить. Вот, но не знаю, там ввиду технических сложностей с интернетом сегодня его нет, и я не знаю, появится ли у него интернет на завтрашний день. Вот. Если нет, то, соответственно, стрима не будет, а ближайший стрим тогда в пятницу по Ассасину. Вот. Но, надеюсь, у него ситуация с интернетом выровняется, и завтра он все-таки отстримит этот ВВЕ. Вот, так что, также в 7 часов вечера. Ходите, смотрите. Так. И это кто это меня там обошел? Блять, не, хватит. Так, да, все-таки оказалось, смерть быстрее. Так, смерть оказалась быстрее, чем контрольная точка, поэтому я спрячусь в углу. Вот. И будем завершать на сегодня. Да. Стрим, я так думаю, тогда
приходите завтра, и послезавтра, и послезавтра. В субботу вообще будет Seven Sins. Вот. Тоже немножко спорная игра. Вот. Но, надеюсь, нас YouTube не закроет потом. Вот, так что спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели, комментировали. До следующего стрима. Пока-пока. Всем пока.